Основатель монгольской империи Чингисхан перед смертью повелел своим потомкам покорить все населенные земли вплоть до последнего моря. Однако исполнить волю великого завоевателя оказалось непросто. Разгром русских княжеств, а ранее непростое покорение булгар и половцев сильно задержали Чингизида Батыя и его командиров. Только к 1241 году, через 5 лет после начала западного похода, монгольская армия достигла волынских земель, открывавших путь из Руси в Восточную Европу. Организованного сопротивления в этом регионе почти не было. Местный князь Даниил Галицкий бежал в Венгрию, так что монгольское войско сделало лишь небольшую остановку, чтобы пополнить свои припасы. Руководители похода Батый и выдающийся военный стратег Субэдэй занялись планированием дальнейших операций. Еще до вторжения в Европу монгольские шпионы и купцы появились в западных королевствах, занимаясь сбором сведений о расположении крупных населенных пунктов, путях сообщения и потенциальных противниках. Монгольские военачальники знали, что самое крупное государственное образование в Европе, Священная Римская империя, состоит из полунезависимых земель, не способных выставить объединенное войско. Знали и в продолжительном конфликте императора Фридриха II с папским престолом из-за Северной Италии. Фридрих полагал, что монголы не дойдут до границ его империи и сосредоточил свои силы на итальянском направлении. Реалистичную позицию в отношении монгольской угрозы занял король Венгрии Бела IV. Границы его государства непосредственно примыкали к русским землям, так что Бела знал о неизбежности нашествия. Когда боевые действия достигли Южной Руси, в сторону Венгрии покатились многочисленные толпы беженцев, а вскоре к нему явились князья Михаил Черниговский и Даниил Галицкий, лишившиеся своих владений. Понимая, что беда скоро докатится и до него, Бела активно занялся укреплением пограничных регионов, а монгольских послов, прибывших к его двору с требованием подчинения, он истреблял в полной уверенности, что они шпионы. Непокорность венгерского короля и пригодность его земель для коневодства склонила монгольских военачальников к тому, что именно Венгрия должна стать главной целью предстоящей кампании. Вынашивая планы по вторжению в Восточную Европу, Субэдэй и Батый подготовили тактическую операцию с нанесением 3 одновременных ударов. Основные монгольские силы под руководством Батыя должны были двинуться в сторону Панонии, самого центра Венгерского королевства. Левое крыло было доверено Кадану и Бури. Продвигаясь в междуречье Олд-Сирет, а затем вверх по течению Дуная, их отряды должны были разгромить валашских и трансильванских вассалов Белы IV, лишив их возможности оказать поддержку своему владыке. Правое крыло возглавили старший брат Батыя Орда, а также сын Чагатая Байдар. Их задание состояло в том, чтобы не позволить союзникам венгерского короля, польским князьям, тевтонским рыцарям и чешскому королю Вацлаву прийти на помощь Беле IV. Монгольским отрядам предстояло выполнить скоординированные удары на пространстве шириной в 1000 километров. Причем численность сил под началом Батыя к тому моменту сократилась, ведь многие монголы погибли в ходе кровопролитных штурмов русских городов и вследствие болезней. Общая численность кочевой орды тогда не превышала 55 тысяч человек, из которых около 30 тысяч были сосредоточены на центральном направлении. Зимой и весной после небольшого отдыха монголы вновь двинулись на запад. Первым европейским королевством, познавшим ярость монгольских орд, стала Польша. В отличие от Венгрии, где еще сохранялось подобие центральной власти, Польша пребывала в политической раздробленности. После смерти Болеслава III в 1138 году Польша, как и Киевская Русь, распалась на ряд враждующих княжеств, в каждом из которых правила отдельная ветвь династии Пястов. Ко времени монгольского нашествия на польскую корону претендовали 4 польских феодала: князь Аполя Мишко, князь Мазовии Конрад, племянник Конрада Болеслав Стыдливый из Сандомира и самый могущественный князь Генрих Благочестивый из Силезии. Он контролировал Краков, поэтому формально являлся великим князем Польши. Двое из них были родственниками короля Венгрии Белы. Бела много раз предупреждал своих польских родственников об опасности монгольского вторжения, однако князья были слишком заняты внутренними делами. Генрих к тому моменту контролировал половину польских земель и был близок к полной военной победе.
Его главный соперник Конрад Мазовецкий, чьи владения располагались в стороне от магистрального пути завоевателей, ощущал себя в относительной безопасности, поэтому его не тронули горестные рассказы гостившего у него князя Михаила Черниговского. Оттого внезапное появление армии Байдара и Орды стало неожиданным для польских князей. Понимая, что поляки застигнуты врасплох, Орда и Байдар сразу же перешли к активным действиям. В феврале 1241 года монголы сожгли города Люблин и Завихост, по дороге опустошив прилегающую к нему сельскую местность. Продвигаясь вглубь польских земель, монгольские корпуса пересекли замерзшую Вислу по льду, после чего смогли взять и разграбить Сандомир, который защищал малочисленный гарнизон. Отсутствие сильного сопротивления позволило чингизидам действовать малыми отрядами, не опасаясь нападения. У Сандомира 10-тысячный монгольский корпус разделился. Орда повел своих всадников на север в Мазовию, а Байдар отправился дальше на запад вдоль северного склона Карпатских гор. Совершая набеги и сжигая селения, авангард Байдара через несколько дней достиг Кракова, а затем медленно повернул назад, как будто возвращаясь в свой лагерь с награбленной добычей и пленными. Решив дать отпор завоевателям, краковский воевода Владимир и сандомирский воевода Покослав выехали из города со значительными силами и отправились в погоню. Монголы бросили награбленное и обратились в бегство, что дало воеводам ложное чувство безопасности. Полагая, что налетчики больше не вернутся, Владимир поспешил обратно в Краков. Однако 18 марта под Хмельником, в 20 километрах от Кракова, Байдар устроил малопольскому войску засаду. Владимир, Покослав и большинство их воинов погибли под градом монгольских стрел. Оставшиеся в Кракове жители не стали открывать ворота захватчиков. Они дали монголам жесткий бой на городских стенах и улицах. После кровопролитного приступа 28 марта изнуренные оккупанты так и не смогли установить полного контроля над всей территорией Кракова. Часть ополченцев, укрывшаяся в храме святого Анджея, не сдалась и не была истреблена. Захватив много пленных, Байдар повел своих всадников через Рацебуш и Ополе на столицу Силезии Вроцлав, куда должен был подойти Орда. Пока Байдар достиг Вроцлава, горожане успели сжечь свой город и удалились в цитадель. Орда был еще в пути, и Байдар начал осаду крепости. Но вскоре получил сообщение, что Генрих Благочестивый собирает армию в Лигнице и что король Богемии Вацлав I с большим войском идет к нему на помощь. Поэтому Байдар снял осаду, соединился с корпусом Орды и спешно повел монгольское войско к Лигнице. Чингизиды торопились, поскольку им было важно не допустить объединения европейских армий. Ожидая подхода богемского войска со дня на день и зная о приближении монгольских отрядов, Генрих расположил свое войско за городом на равнине. К нему успели подойти отряды из его владений в Великой Польше и Верхней Силезии. Большой отряд, включавший иноземных наемников и добровольцев из немецкого и чешского рыцарства, привел Болеслав, сын моравского маркграфа. Кроме того, к Генриху прибыл отряд тамплиеров, а также группа тевтонских рыцарей. Но большую часть польского войска составляли не рыцари, а плохо обученные пехотинцы, многие из которых даже не имели военного снаряжения. Например, большой отряд добровольцев, которые собрали баварские золотопромышленники из Золотой Гожи в Силезии, был вооружен лишь своими орудиями труда. В целом, армия Генриха насчитывала не более 8000 человек. Примерно столько же воинов находилось под командованием Орды и Байдара. Когда монгольские авангарды показались вблизи польского лагеря, Генрих разделил свое войско на 4 части, расположив их в традиционном европейском стиле. Авангард польских сил формировали рыцари-наемники и добровольцы, а также горняки из Золотой Гожи. Усиленный центр польского войска составляли краковцы и рыцари из Великой Польши. Рядом с ними расположились всадники из Ополя, а также тевтонские рыцари. Сам Генрих возглавил третью резервную линию, которая состояла из воинов Силезии и французских тамплиеров. Впервые столкнувшись с монгольской военной тактикой, европейские рыцари не сразу поняли, что сражение началось. В отличие от рыцарской конницы, монголы выполняли перестроение молча. Большинство их сигналов передавались визуально при помощи вымпелов и штандартов. Хотя общая дисциплина монголов была выше, чем у рыцарей, их построение было менее плотным, что не позволяло европейцам точно определить численность противника. Когда монголы приблизились к польским порядкам, Генрих послал в бой свой авангард под командованием Болеслава.
Опустив копья, европейские всадники двинулись вперед, однако легковооруженные монголы на степных лошадях отступили, избежав лобового столкновения. Они стали окружать рыцарскую конницу, осыпая ее стрелами со всех сторон. Из-за невозможности сблизиться с монголами для схватки, люди Болеслава были вынуждены прервать атаку и возвратиться обратно к польской линии. Это отступление оказалось крайне тяжелым. Погиб сам Болеслав и многие его приближенные. Положение исправили только подоспевшие польские арбалетчики. Вторая атака была предпринята Сулиславом и Мишко из-за поля, которые повели в бой основные польские силы. В этот раз наступление польского войска началось удачно. После небольших стычек монголы стали откатываться. Вдохновленные первоначальным успехом, рыцари продолжили атаку, стремясь обрушить на монголов всю мощь своего удара. Чтобы избежать потерь от лобового столкновения, монголы продолжили свою тактику отступления, заманивая поляков вперед и обстреливая их. Вдруг воины Сулислава и Мишко услышали крики «Бегите! Бегите!». Впоследствии выяснилось, что на польском языке кричал разъезжавший по полю провокатор. Но князь Мишко принял крик за правду и, увлекая за собой часть своего отряда, стал уходить с поля боя. Увидев отступление Мишко, Генрих повел в бой свою резервную линию, намереваясь нанести решающий удар по рассредоточенным монгольским всадникам. В ответ на действия Генриха Байдар ввел в бой свой собственный резерв, подразделение тяжелой копейной конницы, которая у монголов тоже была, хотя по силе она уступала европейским рыцарям. Полки Генриха и Байдара столкнулись в жесткой схватке. В тот момент силы сторон были примерно равны. Постепенно кавалерия Генриха стала одерживать верх над монголами, однако им все же удалось дезорганизовать поляков и переломить ход сражений. Польский хронист Ян Длугаш приписывает монголам использование колдовства, которое якобы привело к перелому в битве и разгрому европейцев. На самом деле монголы просто подожгли сухую траву на поле, что внесло неразбериху в ряды польского воинства. В поднявшемся над полем облаке дыма польские рыцари беспорядочно метались из стороны в сторону, пытаясь найти выход из огненной западни. Тяжелые всадники потеряли связь со своими соратниками и задыхались от густого дыма, поэтому стали более легкой целью для монгольских всадников. Освободившиеся монгольские части преодолели дымовую завесу и, протаранив польскую пехоту, разбили ее. Союзная армия была наголову разгромлена. Тевтонский ландмайстер бежал, а большинство его рыцарей вместе с польской аристократией и тамплиерами остались лежать мертвыми на поле боя. Генрих попытался спастись 3 телохранителями, однако группа монголов двинулась за ними, расстреливая его свиту. Когда же измученная лошадь Генриха рухнула, он попытался бежать в доспехах. Естественно, монгольские всадники догнали его, отрубили голову, нанизали ее на копье и впоследствии выставили перед стенами Лигницы. Несмотря на этот устрашающий атрибут, жители Лигницы не открыли ворот монгольскому войску и отразили последовавший штурм. Очевидно, недавнее сражение ослабило боевые возможности корпуса Орды и Байдара. Кроме того, опоздавший к битве чешский король Вацлав I находился в однодневном переходе от Лигницы. Однако, узнав о разгроме польской армии, Вацлав не стал рисковать и отступил, оставив всю Южную Польшу на разграбление монголам. Главной целью их западной кампании по-прежнему оставалась Венгрия. Победа Байдара лишь обеспечила безопасность северного фланга основных сил завоевателей. Расправа над войском Венгерского королевства произошла всего через 2 дня после победы при Лигнице. Разгромленных в начале 1241 года поляков шокировала необычайная мобильность и хитрость монгольских отрядов, породив слухи о громадной численности завоевателей. На самом деле в Польше действовала лишь малая часть монгольского войска. Их основные силы готовились нанести удар по Венгрии. Военачальники Батый и Субэдэй стремились разгромить венгерского короля Белу IV, прежде чем тот сумеет собрать большую армию. Успех кампании зависел от стремительности монгольского наступления. В начале XIII века Венгерское королевство считалось одним из самых могущественных в Европе. Его территория простиралась от Адриатического моря до Карпатских гор, а войско славилось многочисленностью и боевым опытом. Но монголы вторглись в трудный момент для страны. В то время у короля сложились враждебные отношения с аристократией. Зайдя на престол, Бела занялся укреплением личной власти, отнимал земельные владения у венгерских баронов и отменил ряд их привилегий.
Внутренняя ситуация в Венгрии еще больше осложнилась в 1238 году, когда в Венгрию прибыла орда половцев под предводительством Катяна Сутоевича. Спасаясь от наседавших монгольских армий, половцы попросили венгерского короля предоставить им убежище. Нуждаясь в союзниках, Бело даровал половцам земли в Панонии, а представители половецкой знати пополнили его свиту. Однако прибытие 40-тысячной орды в междуречье Дуная и Тисы означало превращение тамошних плодородных земель в пастбище с угрозой дальнейшего голода для местного населения. Избыток людей в регионе привел к весьма негативному отношению жителей Панонии к новым соседям. Венгерские бароны использовали народное возмущение в своих интересах, настаивая на изгнании половцев. Но опасность монгольского вторжения не позволила Беле дать согласие, он готовился к обороне. На Карпатских перевалах из поваленных деревьев возводились баррикады и крепости, а в опорных пунктах комплектовались гарнизонные части. Бело рассчитывал, что мобильная половецкая конница сможет приостановить прорыв монголов через Карпаты. В конце декабря 1240 года Беле донесли о наступлении монголов. Король сразу же объявил о сборе феодального ополчения, обязав всех баронов и епископов явиться к нему на военный совет. 17 февраля большая часть армии была собрана, однако вступать в бой без уступок со стороны Белы бароны не желали. На военном совете бароны заявили, что половцы являются пятой колонной монголов и вновь стали требовать их изгнания. Бело был вынужден взять Катяна и других половецких князей под домашний арест, как заложников за верность половцам. Однако этого баронам было мало. Когда 10 марта к Беле прибыл посыльный с известием, что монголы уже атакуют Карпатские перевалы, венгерская армия все еще продолжала бездействовать. Тем временем на Карпатских перевалах монгольские отряды легко сломили сопротивление венгерских гарнизонов. Возглавлявшие левое крыло похода ханы Кадан и Бури в середине марта вступили в Трансильванию, приступив к тотальному опустошению региона. Монголы сжигали местные города, уничтожая все живое на своем пути. Их удар сковал силы большинства трансильванских баронов и епископов, не позволил им оказать поддержку Беле. В это время основные силы монгольской армии во главе с Батыем преодолели центральный массив Карпатских гор и спустились в долину Панонии. Дальнейший путь по равнинной местности сопровождался вырезанием селений и разорением городов. Такая участь постигла Эгер и Кёвишт. Но вблизи Варадина монголы неожиданно для себя столкнулись с сопротивлением. Местный епископ Бенедек собрал крупные силы и смог одержать победу над одним из монгольских отрядов, однако успех был временным. Монгольское наступление развивалось так стремительно, что уже 17 марта передовые отряды под командованием младшего брата Батыя Шибана вышли к Дунаю и овладели городом Вац. Вскоре после этого всадники Шибана появились вблизи Пешта и стали обстреливать стоявшие на месте венгерские полки. Архиепископ Калачи Угрен, вопреки повелению короля, вышел из города с небольшим отрядом и отправился в погоню за налетчиками. Она окончилась трагически. Монголы заманили воинов Угрина в болото, вырваться из которого удалось немногим. Архиепископ возвратился к Пешту лишь с несколькими воинами. Тем временем Бело до сих пор не мог договориться со своими вассалами. В город прибыл заклятый враг венгерского короля, герцог Австрии Фридрих II. Он претендовал на венгерскую корону и под видом помощи хотел побольше навредить своему сопернику. Фридрих заявил, что привез с собой доказательства ненадежности половецких союзников Белы. Оказалось, что по дороге в Пешт он разгромил один из монгольских патрулей, и среди пленных степняков оказалось несколько половцев. Фридрих принял участие в одной из стычек с монголами и на этом посчитал свою задачу выполненной. Под предлогом неразумности действий Белы IV он уехал обратно в Вену. Недовольные бароны решили убить предводителя половцев. Их люди ночью переправились через Дунай в Буту и ворвались в дом, где в заключении держали Катяна и других половецких князей. Катян не стал ждать расправы, он зарезал своих жен, затем совершил самоубийство. Когда новости о смерти князя достигли лагеря половцев, они пришли в ярость и напали на двигавшийся к Пешту отряд чанадского епископа Бульзо. Затем переправились через Дунай и в отместку за смерть Катяна стали опустошать сельскую местность и грабить венгерские города. Захватив много добычи, половцы повернули на юг и двинулись в сторону Болгарии. Самоуправство баронов лишило Белу ценного союзника. Однако впервые за несколько месяцев Беле все же удалось построить свою армию в боевых порядках под стенами Пешта.
Вид многочисленной венгерской армии настолько поразил Шибана, что он спешно отступил, отправив Батыю сообщение о двукратном превосходстве противника. Почувствовав слабость врага, Белый с баронами устремились в погоню. Решительные действия Белой стали неожиданностью для монгольских военачальников. Даже после соединения с корпусом Шибана отступление сил Батыя продолжилось, а сам он провел 2 дня в усердной молитве. Чингизиды пребывали в нерешительности, ведь предстоящее сражение должно было стать самым тяжелым испытанием монгольского войска в западном походе. 10 апреля монгольская армия на ускоренном марше подошла к реке Шайо и форсировала ее по единственному мосту усиления Махи. Правый берег реки порос густым лесом, благодаря которому монголам удалось скрыть войска от неприятельских глаз. Ожидая подхода венгерского войска, Батый и Субэдэй заняли позиции на одном из холмов. К вечеру основные силы венгров тоже подошли к Шайо и разбили лагерь недалеко от переправы. Король послал вперед дозорный отряд, чтобы узнать о расположении монгольского войска. Отряд переправился через реку по мосту, обнаружил монголов, однако не смог точно определить их количество. Неполные сведения о противнике вынудили Белу принять дополнительные меры предосторожности. Он приказал обнести лагерь повозками, при этом шатры располагались очень близко друг к другу. В результате в лагере создалось такое нагромождение шатров, веревок, телег и лошадей, что свободно передвигаться по нему стало невозможно. Следивший за действиями венгров Батый был удивлен размерами венгерской армии. По современным оценкам, под командованием Белой тогда находилось до 30 тысяч человек. Впервые за долгое время похода монголы не располагали численным перевесом. Из-за рассредоточенности монгольских сил Батый и Субэдэй имели в своем распоряжении примерно 25 тысяч всадников. Но монгольские военачальники решили, что для победы этого достаточно, и вечером разработали план предстоящего сражения. Батый вместе с Шибаном должны были ночью пересечь реку и наутро вступить с венграми в лобовое сражение, в то время как Субэдэй должен был ударить во фланг. Он должен был форсировать Шайо ниже по течению с помощью связанных плотов, а затем обрушиться на венгров с неожиданной стороны. С наступлением темноты монголы начали осуществлять свой план, но скрытно пересечь реку не вышло. В венгерский лагерь прискакал перебежчик и сообщил о готовящемся нападении. Брат Белый и герцог Хорватии Каламан со своими отрядами срочно выступили из лагеря в направлении моста через Шайо. За ними со свитой последовал архиепископ Угрин. В полночь они подошли к мосту и обнаружили, что часть монголов уже переправилась. Венгры сразу напали на них и прибили многих кочевников, остальных сбросили в реку. Оставив у моста стражу, венгры в приподнятом настроении вернулись в свой лагерь и беззаботно проспали всю ночь. Но неудача не остановила Батыя. Незадолго до рассвета монголы сделали вторую попытку переправиться. Монголы не только осыпали венгерский сторожевой отряд стрелами, но и расположили у моста 7 осадных орудий, стрелявших огромными камнями. Отогнав венгров от берега, отряды Батыя переправились через мост и заняли боевые позиции напротив венгерского лагеря. В это время корпус Шибана нашел выше по течению брод и двинулся на соединение с основными монгольскими частями. Итак, на рассвете 11 апреля венгры увидели перед собой войско монголов. Но их количество не смутило венгров, поэтому подготовка к сражению в тесном лагере шла чрезвычайно медленно. Лишь Каламан и Угрин были готовы незамедлительно вступить в бой с неприятелем. При поддержке тамплиеров они смело бросились на вражеские отряды и вступили в сражение со всадниками Батыя. Венгерские рыцари храбро сражались, но из-за неравенства сил понесли большие потери и отступили к основным войскам. Когда венгерская армия наконец построилась в боевые порядки, утреннее солнце уже ярко светило. Король Бела приказал начать наступление, чтобы прижать войско Батыя к реке и ограничить возможности для маневра его конницы. Субэдэй в это время еще сооружал средства переправы ниже по течению реки, поэтому уже переправившемуся монгольскому войску предстояло вступить в бой со всей венгерской армией. Венгры достигли монгольских позиций и в лобовом столкновении с противником стали теснить всадников Батыя. Не имея возможности в полной мере использовать свою мобильность, монгольские подразделения понесли значительные потери. Особенно пострадали отряды в центре монгольской линии, куда пришелся удар Каламана и Угрина. На этом участке венгерские рыцари смогли частично прорвать ряды монголов вплоть до личной гвардии Батыя. После 2 часов ожесточенного сражения казалось, что под напором венгров монгольское войско скоро обратится в бегство. Однако в полдень отряды Субэдэя наконец прибыли на поле боя и с фланга стали осыпать венгров градом стрел. Картина боя кардинально изменилась. Теперь монголы перешли в наступление, а венгры стали отступать.
Но повального бегства не произошло. Большая часть венгерского войска в потрепанном состоянии вернулась в свой лагерь. Монголы завладели инициативой, но Батый был недоволен тем, что фланговый обход занял больше времени, чем задумывалось, и это привело к значительным потерям. Батый считал, что если венгры решатся на повторную атаку, то его поредевшие ряды не выстоят и побегут, поэтому был готов отступить на левый берег реки. Однако опытный Субэдэй не сомневался в успехе и сумел убедить в этом своего начальника. Приблизительно во 2 часу дня монголы окружили венгерский лагерь и приступили к его обстрелу. Особенно эффективной была стрельба горящими стрелами. Венгерские шатры стояли так близко друг к другу, что пожар быстро распространился по лагерю. Одновременно монгольские всадники подъезжали к заградительным повозкам и поджигали их. Окруженные со всех сторон, венгры были шокированы и медлили с ответными действиями. Далее монголы подвели к лагерю свои катапульты и стали забрасывать лагерь снарядами с нефтью и порохом. Наконец, герцог Каламан, архиепископ Угрин и тамплиеры пошли в контратаку, но их немногочисленные отряды вскоре были смяты, и тяжело раненые Каламан с Угриным вернулись в лагерь. Часть венгерского воинства погибла от стрел, остальные же, так и не получив приказов, обратились в повальное бегство. Венгры пытались выбраться из западни, но путь им преграждали упавшие палатки и веревки. В образовавшейся толкотне многие венгры погибли, задавленные своими людьми. Понимая, что загнанный в ловушку враг сильнее сопротивляется, монголы специально создали в своем кольце брешь, чтобы венгры могли покинуть лагерь. Воины белые бросились в образованный просвет, не подозревая, что это очередная уловка. Когда колонна беглецов растянулась, монгольские конные лучники получили возможность расстреливать венгров поодиночке. В результате вся дорога на Пешт оказалась усеяна мертвыми телами. Филе IV повезло. Сменив по пути нескольких коней, он смог оторваться от монгольской погони. Герцог Каламан последовал за Белой, однако вскоре скончался от полученных ран. Архиепископ Угрин погиб в одном из болот от монгольской стрелы. Венгерская армия была уничтожена. Точные потери венгров неизвестны, но очевидно погибло не менее половины воинов. Урон монгольской армии тоже был внушительным. Потери составили около 3000 человек. Разгром венгерского войска в битве на реке Шайос стал триумфом западного подхода монголов. Выживший король Бела бежал в Австрию к своему недоброжелателю Фридриху II. Из Вены король начал посылать западным правителям письма с просьбами о помощи, а для Батыя был открыт путь в Центральную Венгрию. Через 2 недели венгерские города на Дунае познали разрушительную силу монгольской армии. Вскоре монголы оказались под стенами Пешта, Эстергома и других городов. Великий страх охватил всю Европу. Люди бросали имущество, покидая прежние места обитания. Бела также обратился за помощью к императору Фридриху II, обещая стать его вассалом, если тот поможет Венгрии в борьбе против кочевников. Однако Фридрих думал лишь о разгроме Италии и в июне 1241 года двинул свою армию на Рим. Остальные европейские владыки тоже не спешили с помощью. Нашествие монголов они считали лишь венгерской проблемой. Летом 1241 года Батый дал своим воинам время на отдых и на лечение ран. Тогда крупные операции не проводились. После многочисленных боев сила захватчиков постепенно ослабевала. Они уже не могли взять многие крупные города. Но несмотря на потери, монгольское войско все же продолжало двигаться вперед. Вскоре передовые монгольские отряды вступили на территорию Священной Римской империи и стали грабить австрийские земли. Однако в марте 1242 года из далекой Монголии к Батыю прибыл гонец и сообщил о смерти великого хана Угедея. Это обязывало всех чингизидов явиться в коренной Улус для участия в Курултае для провозглашения нового повелителя. Смерть великого хана стала удобным предлогом для отвода истощенных монгольских войск в степи. Монголы увезли с собой огромный объем награбленной добычи. Однако дойти до последнего моря, как завещал Чингисхан, им не удалось. А разоренные Польша и Венгрия так и не стали частью Монгольской империи, хотя грабежи их территории повторялись.